Сегодня очень... Белый аж тошно. Сегодня... Беги за тазиком, сейчас вообще тебе станет плохо. Эх ты. Слышишь, я тебе уже говорила. Это не библиотека. Шо? Ага. А если бы тебе что-то другое болело, ты бы тоже так бы вот такой вот ловил бы хихи-ха-ха со своих очков? Или с чего-нибудь другого? Нечего сказать. Это у нас серьезная сегодня передача или мы должны смеяться? Я что-то не понял. Нет, я смотрю, что ты их то туда оденешь, то сюда оденешь, что снимешь, что положишь. Ну как то вот это, потрешь. как макака, Мне братички. как обезьяна с очками, точно, елки-палки. точно. Ну не привык я еще, так что ты из этого делаешь, как это уже. Посмотри и пожалей меня лучше, чем гонишь. Маленький мой, глазки болят. Ёшкин ты кот. У меня, спасибо тебе, уже не только глазки и голова уже скоро начнет болеть. Главное, что дупа не болит, Сережка. Короче, друзьяки, сегодня Всем привет. высокая французская Молекулярная кухня. еврейская кухня. Да. Почему еврейская? Потому что рецепт Марата. Почему французская? Да потому что слово интересное. Да, de la gauche, de français, l'amour. Правильно? Вот это так красиво получается. Кальмар. Да? Какими-то еврейскими нотками. Это такой кальмар получается. Французский поцелуй после жаркого лета. Ты, может быть, один, кто не пробовал это. Би-би-би-би-би-би-би. 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 Би-би-би-би-би-би. Ты шлёп завтра. Би-би-би-би-би-би. Все, побибикали, могу дать френду по традиции. Дубль первый, кадр первый. Марат вернулся из Франции. Привез с собой рецепт, да, что вы думаете, где его не было пару дней. Ездил там, гонялся по Парижу, короче, за кальмаром. Ты что, нашел таких, что обалдеете все. Ёшкин ты кот, что сегодня это, оладушки будут или именно блинчики, что это? Кнели, пончики, как хочешь их называй. Я не знаю, как это называется. Короче, пончики из кальмара. Ребята, рецепт простой, что вам даже почти ничего не надо. Как говорит Марат, 2 зубчика чеснока. Был бы кальмар и груша с персиком в холодильнике найдется. Ну и остальное там есть пару махинаций. Так я не понял, я поздоровался или нет? Нет. Я не знаю. Друзья, всем привет, с вами Скелли Пиван. Привет, мои хорошие. Эх ты, друзьяки, Марат Джан. Всем шалом. Погнали готовить. Хорошая футболка. Здрасте, здрасте. Я плохо вижу, но... Короче, слышишь, что я их напялил, елки-палки? Это же мне для очков. Ребята, не переживайте, все нормально. Для чтения, Вижу и как это, и видеть буду. Их сюда. Задумал Марату компанию составить. Что успеешь? Так, рассказывай то, что я делаю. Вот этот кальмар, мы его почистили идеально. Ребята, снаружи, внутри. Обязательно. все вот внутри, эти вот- Особенно внутреннюю вот эту хитиновую штучку убрать. Жирочек. Короче, он должен быть идеально вычищен, зачищен. Это Просто... самое сложное в этом рецепте. Почистить хорошо. Марат, здесь ничего сложного нет. Вы его в Соответственно, все кипятке остальное. А? В кипятке замачивали? Нет. Нет, чистая водичка, все нормально. Подцепился и вот так вот пленочку снимаешь. Короче, вот это уже идеально, с этим я еще поиграюсь. Что, какие подводные камни могут ждать наших телезрителей, если вдруг они захотят это приготовить? Никаких. Все, что здесь нужно, кальмар, блендер и... Короче, получится по-любому? Обязательно. По-любому, брат, получится. Беги за кальмаром. Во Францию там, говорят, дешевле сейчас. 325 гривен кальмар. Килограмм. Кому оно надо-то? Ну, Ты мало хочешь ли, с может, него денег, кому-то чтобы- надо. Ты хочешь, чтобы тебе денег вернул? Не Кто? дождешься. Чего вдруг он должен мне вернуть? Я просто людям говорю. Почем кальмар? Да то другие видео за обзоры, когда мы там ходим по метро или Ну, где мы тут не там. помешает. Гам. Приятно это трогать. Очень. Я вообще замечала, что тебе вот все, что такое слизкое, тебе нравится. Ну, улиток мы еще не готовили. Жаб зато готовили. Так они и не слизкие. Да, конечно, какие они шершавые. Они упругие, елки-палки, ты что? Так, тут Марат сказал, вот эта вот штука, где гребень держится, Надо вырезать. вот это да, это хрящик. Он твердый. Марат, как всегда, педант. Да. Я ему говорю, ты этот? А он говорит, ну что ж я могу с собой поделать? Я бы прям со шкурой накидала. Ну так мы для... Я там тебе парочку оставил, короче, так что... Не-не, все должно быть шикардос. Все, Маратик, я уже готов. Привет. Миланька, всем здорово.
Или так, или так. Ай, да, 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 да. За кальмара говоряй. Рассказывай. Давай, давай. Кальмара мы почистили. Ребят, очень важно литр воды. Это очень важно, ребят. Да. Ну, литр, не больше, не меньше. Ага. Насколько кальмара не имеет значения. Тут литр идет соотношение к соли. Так, соли. Ложка соли с горкой. Хорошая, деревянная желательно, ребят. Да. Все. Помешали и в холодильник, ребят, обязательно в холодильник. В нашем случае часа на 1,5, но лучше 3. Лучше 3. Можно поставить на ночь, тогда не режьте их так мелко. Можно полными тушками. Можно и не чистить. Нет, чистить обязательно. Да я шучу, я ешка. Все, я унес В холодильник? в холодильник. А мы Мелания, пока покажем, что его там не будет 1,5 часа. Вот этот, наверное, да? Если ты ищешь невкусный персик, то здесь их нет. Возьми себе любой. Я лучший взяла, Марат. Этот потверже. Ты покажи людям, что это за персик. Вах, 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 если кто-то будет смотреть это видео зимой, понял? А если где-то там в Норвегии, где у них вообще персики не растут, брат Джан, это персик для тебя. Вот целый рот, чтобы ты кушал такой всегда. А что, в Когда в Армении Одессу персики не перешь. растут? Шо-шо? В Армении что, персики не растут? А я не про Армению сказал. Норвегия. Там у них лосось растет, чтобы ты знала. Лосось и палтус. Ну Вчера, как, кстати, Марат? Марат поймал. Что ты хоть делаешь, видимо? Ну, то, что ты персики нарезаешь, это понятное дело. Расскажи. Да что я делаю? Я сейчас буду их вот так вот очищать Смотри. от шкурки. Смотри. Ой, филеечка есть, да? Да. Маленький вот этот вот возьми. То ты взял дубовый. Этим тут коней разделывать. А я бы вообще взяла бы для картошки. Не-не-не-не-не. Слышишь? Марат, вы же привезли кучу штук для картошки. чистилки. Чух-чух-чух-чух-чух и красота. Постой, я сбегаю. Ну, Тем более здесь недалеко. просто он их уже нарезал, те штуковины. Какие? Ну, на Ну и персик. что, пусть он в ручке возьми, Марат, свое вот это швейцарское с Израиля приехало. Израильские. На, попробуй. Ручки возьмите. Видите, он вам даже флаг вон впихнул. Не видит. Нет, я смотрю на Я Марата. бы сказал так себе. Не-не-не, вот Скажи так, мне, так мне неудобно. мне Можно кажется, я ты вам ребенка помогу? лучше держишь. А? Мне кажется, ты ребенка лучше держишь. На, давай. Давай, возьми, это как это. А флаг и браслетик привез Руслан. Руслан, таки шалом. И всем, всем в Израиле такие огромный привет. Что у вас там за праздник? Скоро будет. Не знаю какой, но всех с праздником. Так, Марат удивился. Вроде летом нету праздника. А ну. Маратджан, так уже не совсем уже и лето, елки. Шаббат у них каждый раз, каждую неделю. Ну вот с праздником, да. Мне кажется, вот эта штучка лучше всего, Сережка. Даже мне хочется вам помочь. Я хочу и ножичком чуть-чуть. С краюшку. А сколько надо, Маратик, персика? Вот один. Один половинка или один целый? Один целый. Я понял тебя. Так кубички. Угу. Резать сами будете, Марат. Он только почистит. Конечно, конечно. Да, а где ты унес чистилку? А Вот я, эту вот? хотела попробовать. Что, почистить? Ну да. Мне кажется, что очень даже она хорошо чистит. Ну вот, смотри. По крайней мере, А просто дома надо я этот... шо? приловчиться, да? Да. Хорошие вещи. Твои ручки все умеют делать хорошо. Да, ну успокойся ты, елки-палки. И лучше забери у Марата Нет, ребенка. вот ты мне скажи, хорошо, кто снимать тогда будет? Вот хвалишь тебя, не нравится. Подкалываешь, тоже не нравится. Натура такая, Вот я ты не- хочешь, я чтобы не я знаю. молчала, чтобы я что делала? Я, Это, между это прочим, неудобная штука, Марат. Конечно, значит, это плохая штука. А ты возьми ту, которую с привоза, она, наверное, лучшая будет. Да вот еще какие-то есть. Давай уже будем сейчас тест устроим. О, вот это послушная, смотри. Ты так дергаешь, что я аж снимать не успеваю. А тебе не надо, просто, ну, фольга получается, видишь? Ну, конечно, персик переводить вздумали. Такой толстый кусок. Не, может, та для морковки удобная, понимаешь? Ну, Что-то- правда, она что-то либо работает, продолговатое. либо не работает. Для морковки, для свеклы, для персика, неважно. Я эту не пробовал? Попробуй. Мама, елки-ты-палки, ты посмотри, я на иврите умею читать. Лех, мама. Так, это сюда, это сюда, это сюда. А ножей понаприготовили на этот простой рецепт, что мама дорогая. Иди зови Марата, я уже готов ему. Так он тебе сказал кубиками резать.
А, я думал, что это он хочет сделать. Ты же ему ребенка А я отдал. только почистить. Ты порежь. Нет, так я же только почистить хотел. Марат, он уже вас звать собрал. Маратик, все, я тебе все сделал. Персик готов. Иди конкасуй. Или я только что конкасовал. А ты кубируй, родненький, кубируй. А что ты не хочешь японским ножом? Да хочу. Ну так, елки-палки. Давай, вот это. Давай, все вот эти вот до свидания, вот этот персик лысый твой. Вот это сразу видно, рука маэстро. Японский хороший шеф-нож. Достойный. Тебе нужна какая-то емкость, да, будет под это? Все. Мисочка, да. А у него же Договорились. есть гастроемкость. Ты помолчишь хоть одно видео про эту гастроемкость? Да, оно там есть. Но в данном случае, скажи, это неудобно. А что я должна молчать? Ты мне рот не затыкай, Нет, пожалуйста. ты подкалываешь постоянно. Кого, тебя? Гастроемкость эту. Один раз забыли там лук, Даже вот Мелания даже тебе ребенок скажет. недоволен. ёлки. Помолчи, женщина. Мурка! Ты звезда! О, наконец-то показала. Смотри, какая уважаемая кошка, Какая елки-палки. красивая На девочка. ковер ступила. Ой, кс-кс-кс. Иди сюда. Кс-кс-кс. Скажи, что мне к вам идти, Эй, если ты вы Йоськина мать. если вы персики сегодня режете? Марат, скажи, там все телезрители волнуются. Йоська поправляется? Йоська пошел на поправку. Слава Всем Богу. передает привет. Да. А кошкам делают пересадку почек? Я не знаю, вряд ли. Да? Ну не надо. Не, ну может и эти делают, поправятся. но, наверное, это очень серьезное дело. Мурочка, с вашим сыном будет таки все хорошо. Ты звезда. Хочешь ногу понюхать? Ну, не надо ей ногу Муркину. А чё нет? А, Мурки. О, видишь, как она. Смотри. Миланечка, как кошечка делает? Как кошечка делает? Я не и тебя спрашиваю. Как киса делает? А? Миланя, как киса делает? Как она делает? Ого, оператор на весь телевизор снимает, ты понял? Марат, такое ощущение, что у тебя этот Я просто профессионал. не ножик, а именно мачетище такое огромное. Да, чтобы ты, не дай бог, себе не вздумал другого оператора взять. Все, Давид улетает. Так что Ну, Давид, вы знаете, куда Давид улетает? В Голливуд. Повышать квалификацию. Он сразу оттуда вернется уже таким всеспособным. А, Гей Рич какой-то, Гей Рич, или как он там. Ну, тот муж Мадонны бывший. Так что, Давид, ну, он не оператор, он режиссер. а что это, не одно и то же? Ой! Чуть было не упала. Так и тянет тебя, да, именно, чтобы тебя подсмажет ты. А? Да. В мангал чуть не села со всей скоростью, понял? Остановись и поменяй эту ерунду, тебе не Так надо. ты ж говоришь, Это, знаешь, как Петр. человек зумом пользуется? Он просто отходит и подходит. Кстати, это есть такой прием у операторов, это очень круто. Зумом подходить и Уметь, отходить? Да, да. Понятно? И ты А я- подходишь и аккуратно ножик. делаешь зум назад. Или наоборот, приходишь, а зум вперед. А, понятно? Понятно Это не тебе? мне, у тебя фильмоскоп в руках, елки-палки. Это так очень круто Ты там, делать. когда, ну там же... Так у меня всё прекрасно Ты, когда Давид получается. домашку делает, ты же за ним подглядывай. Ну рассказывай необразованно чуть-чуть, елки-палки. Пусть она этими фишками пользуется. Чего вдруг я не образована? А то все люди там пишут, оператор, ты снимаешь лучше всех. А я устал монтировать, понял, чтобы так люди писали. Да ладно, ну, Ты что, снимаешь? Тьфу, да выруби ты, Да, елки-палки. конечно. Дай с мужиками посекретничать. Тебя вон дама на руках ноги рассматривает. Ничего, ноги, нормально? Ай, муркой помазанная. Завтра я на белом пароходе уплыву в далекие края. Жить, как я живу, теперь уже не в моде. Здравствуйте, Маратик, это я. Это мы просто съедим. Вкусный? Кисленький, хороший, да. Шикарный просто. Это тебе. Спасибо. Это опять мне. Он такой тверденький. Если бы ты закрыл мне глаза и дал, я бы сказал, что это груша. Ну как? Это персик, это это персик возле груши полежавший и уже хруст приятный. Ты что, ноябрьский такой? Елки ты палки. Что ты делаешь, Катюша? Что ты делаешь? Раздеваю тебя потихонечку.
Так не скажи, против? чтобы... Не-не-не, это лишнее, это лишнее, это лишнее. Что? Это лишнее. Так не надо раздевать. Может, она для морковки, для одной протяжки нормально, а для круглого не очень. Она загибается, у нее угол Да меняется. мне кажется, они работают либо на всем, либо ни на чем. Вон, видишь, как хорошо. Ника, нет морковки лишней у тебя? Морковки. Не Принеси, чищено. пожалуйста, одну морковочку. Да, а я с тобой поменяюсь. Ты мне морковку, а я тебе ребенка. Правильно? Хороший бартер. Ты видишь, какие у нас люди хорошие, добрые. На все соглашаются. Марат будет свой французский поцелуй готовить. Слышишь? Давай его так и назовем это блюдо. Французский поцелуй после жаркого лета. Ты, может быть, один, кто не пробовал это. Они почти одинаковые. Никушка, Ника. любую. Держи. Опа. Прелесть маленькую. Чуть-чуть разве что разница есть. Так, это вот сюда. Он сейчас будет тестировать чиковки. О, это и вообще, Чуть-чуть. слушай, она. Я думаю, Ну, что какой у черная неё лучше. Ёшкин кот, Марат. Обалдеть. Вот это ты дал. А ну дай вот ту. Да. Это вообще даже не знаю, бывает ли инструмент, который может это все дело измерить. Ё-моё, а это еще тоньше. Ты что, можешь бигуди прямо делать? На морковочке. Попробуй ту, которая тебе не понравилась с самого начала. Катенька, А. ты посмотри на вот это вот. Ёшкин кот. А, Катюня. Язычок. Вот так и не видно. Марат, вот это, конечно, какая это. Вот это хорошая, вот это очень хорошая. А вот это? Та, что неудобная. Не, это уже... Слушай, ты-то поехал в Израиль за такими? Угу. Помнишь, ты сказал, что она швейцарская, но не совсем такая? Угу. Там было написано Свизленд. Это собирают в Израиле, да. А это, короче, сделали копию, но она геть другая. Посмотри на этот толстый срез. Угу. И не совсем... Ой. Порезал? Короче, по пальцам заезжает хорошо. По морковке не очень. Ну, это для грубых дел. Картошка. Вот ей картошка очень хорошо. Все, так и напишем. Вот эти две, что мама дорогая, очень классные. А это картошка. Пойду на кухню подарю. Марат, слышишь? Вы что, решили сегодня Тоже ж надо почистить. высший Я еще пилотаж устроить? помидору так еще не чистил, как этот. Как персик. Серенький. Вот помидор как раз надо было делать, наверное, таким способом, как я первый пытался. Ну ладно. Нет, таким-то я Тебя умею. получится. Таким-то я умею. Я А просто... вы думаете, что он не сможет, Марат? Кого? Он уже смог. Смотрите, как у него хорошо получается. Филигранно. Нет, я за другое хотел сказать. Лучшие Просто руки. если нарезать... Ладно, говорить я тоже буду что говорить. Французский поцелуй после жаркого лета. Ты, может быть, один, кто не пробовал это. Хорошая игрушка. Ты, может быть, один. На-на-на-на-на-на. Та-да-да-да. Сочная. Я говорю, если бы я нарезал бы помидор этот дольками, то мне неудобно было бы его нарезать потом квадратиками, понимаешь? А я его сейчас, получается, вот так вот почищу. Ничего себе, сережки. Что, прям причинно-следственные связи? Наверное, это так называется. Так. Поняла? Мне просто кажется, что ты балдеешь от этого ножика, и поэтому уже делаешь Я вообще балдею от процедуры. нарезки. Да. Смотри, прям какой-то орнамент, да? Помидоры? А ты что, не знала, что это инопланетяне придумали? Нет, Будешь знать. ты мне раньше такого не говорил. Говорил, наверное, не тебе. Это было очень красиво. А мне пофиг. Так, а что ты спрашиваешь? Говорил. Я сейчас ты ушел, а я говорю оператору. Слышь, а тебе нравится, как Марат готовит? Ну, а дальше ты уже слышал. Врет, Марат. А мне говорит, пофиг. Мараджан, смотри, кубики нормальные, такие, не такие. Отличные, Сережа. Отлично. Порядочек? Отвратительные просто. Ребят, плюс-минус все как бы... Пропорции одинаковые, один к Одинаковые. одному.
помидор, груша. И что, вы это все Персик. перебьете? Можно вместо менять манго, можно апельсин, Манго вместо груши. манго вместо груши, Персик, пусть будет персик. Любые фрукты? Банан? Вот что вам нравится, я думаю, банан здесь тоже шикарно подойдет. Ничего себе. Короче, история возникновения Дыня. этого рецепта в Марата голове. Сидит он как-то с барышней одной во французском ресторане, доедает лягушек, и тут мимо проходит такой себе интересный колоритный официант и что-то несет. Марат за ним увязался, стал, типа он ничего не делает, и услышал, что официант выносит людям оладьи из кальмара, до кальмара, да. Быстренько он туда-сюда, короче, договорился с официантом, взял его пинжачок, короче, и пошел туда себе опять на кухню, типа он а-ля свой. Стал возле шефа, шлангом прикинулся и стоит, смотрит, как работает, короче, шеф. Запомнил все детали, правильно? Приготовления этого блюда. Ну ты могешь, слушай. Да. И он Марат! теперь говорит, давай бегом, пока у меня память не закончилась, быстренько исполним, чтобы я ничего не забыл. Так он вот так вот говорит про все. Понимаете? Не, вообще есть прикольно придумал, ну почти. Почти. Помидор. Нет, Героическом я городе понял. Батьяме. Ага, давай теперь своя. Теперь твоя версия. Просто я тут приукрасил, что ты стал официантом. Я думал, что ты вообще будешь, короче, типа а-ля портомойка и пойдешь между ног у шефа там мыть, короче, и в это время слушать, как он готовит. Ладно, Батьям, что там, почесалась? Давай. А, у него уже руки мокрые. Говори. Батьям. Ну, мои друзья открыли ресторан «Шанти» прямо на набережной. Это было давно. И первым поваром, который там работал, был гениальный профессионал Леонид Винников. Он до сих пор работает в Израиле, выезжает в Европу. Я просто улыбаюсь. И, вот этот рецепт я посмотрел, собственно, у него. Я его попробовал первый раз, там было вместо груши манго. А Сережа тут вместо меня плов получился на животе. Многие не могут понять, что у меня написано ниже пояса. А где ваша вот эта футболка? Кстати, Есть. Ну. Я в ней в Израиль летал, все нормально. Ну так давайте, придите Так и к Максиму живем. с ней. Обязательно. у с Тамарой ходим у меня парой. просто тельняшки закончились, Марат. Все, приплыл. Да, представляете? Не хватило на Не лето. можем найти. Дырки образовались. Все, хана. А что ты хотел? Все. Там люди писали уже, купите ему одежду. Так Дописались? мы хорошо порыли в шкафу и нашли ему одежду. Это чтобы вы больше не писали. А вообще ему нравится ходить в одном и том же. Не подумайте плохо обо мне. Понял, как она себя начала выгораживать. Ага. Так, У него зато ночных чепчиков много. родненький, что еще половиночку? Еще половиночку, да. Какую, с пупырышками, да, тут возьмем? Красивенькую. Ты почистить забыл? Нет, я не забыла, просто где она? Куда же я их постоянно уношу? А ну дай-ка я хочу это попробовать на помидоре. Ты знаешь, на помидорах учат целоваться? Нет, не знаю. Ты учился на помидорах целоваться? У меня просто первый учитель был хороший. Не ты. Можно было шпарить, конечно, их. Ладно. Конечно, можно было шпарить, Марат. Чистилка для помидор не работает. Так что? Не издевается, да, над тобой? А он просто мне тут гадость сказал, так я ему... Нет. Я просто так, чтобы не быть уже совсем пошлым, хочу сказать этот. А ну-ка, давай-ка попробуй парировать. Комплимент? Так и мой с пупырышками не в твоем маринаде купался. Первый раз. А вот вы чем тут хвастаетесь? А я тебе уже сказала, наплевать. Ладно. Камера мотор, дубль первый, кадр третий. Почему бы нам не посолить? Блин, я как в театре, елки. Или где это? Одесская киностудия для вас будет солить. Марат, вот это все, что мы, короче, накубировали, Да. теперь сделай красиво. Груша, персик, помидор. Правильно. Ребят, немножко соли совсем. Чу-чу. Сереженька, сделай лимончика нам. Ой, лимончики, вы мои лимончики, не растете. Ну, а что ж не растете? Растете. О, точно, надо посадить Я- лимон. У нас там на ферме? И обязательно, конечно же, посадим. Немножко, ребят. Да, четверть Он у нас лимона плюс-минус. с датой, Сок. да, огромный, Сок хороший. четверти лимона. Вот столько. Все.
хватит. Смотри, стой, не торопись. Что-то упало. 12 косточек. Не, сегодня одно, ребят, так что я уже натерпелся от вас этой замечаний. Считали. Оливковая? Да, немножко тоже. Вот сколько лимона, все. Все. Перемешали и в холодильник. Давид, хорошо, пусть идет Давид. Давид пришел. Давид ё-моё, пришел. Тихо, по Давид, секрету, привет, пришел. Давид. Что у тебя там? Полная сумка чего? Денег. Носки с Грузии. О, Давидка, спасибо за носки с Грузии большое. А, убежал. Да. Он уже ушел. Ушел. Одни, а тебе тоже привез? Да. А тебе с Хинкали или с Хачапури? Там и хинкали, по-моему, выбрала Света. Ага. Она говорит, о, с чесноком. Я говорю, это не чеснок, это хинкали. Прикольно. Не, а мы сразу по-братски разделились. А, не, у меня с хачапури. Я ей один носок с Хачапури дал, а она мне свой с Хинкали. Да. Так что будем ходить. Мараджан, вот это... Это в холодильничек. Оно должно Слушай, я представляю, какая это вкуснятина. быть. Не пробуй Ёлки-палки. даже, оно сейчас настоится и будет счастье. Катюша, не пробуй даже. Зачем ты сюда своим ртом и потом обратно туда эту ложку? Нормально. Тут кроме нас никто кушать не будет, так что все А нормально. не будем угощать сегодня людей? А, Ребята, извините, если вы сегодня у нас в гостях, спасибо ей, вы кушать не будете. Выбросите ее. Да я шучу, я помою для вас. Так, что? На, попробуй с помидоркой. Потому что ты попробовала, там не было всего. Вот так вот. А ну-ка, всуй. подожди, Слышь, после нее и мыть нельзя, и не надо. О, чуть не забыли, иди сюда, же покажи, для чего этот. Гастроемкость. Да что ж ты давай, как будто бы ничего и не было. Смотри. Марат, а не хотел бы ты воспользоваться гастроемкостью сегодня? А ну-ка. О, елки-палки, что у вас там выросло? У нас сегодня мята. Это может быть по желанию базилик, ребят. Нет, так глупо это выглядит, когда со сценарием, да? Да. А другое дело, когда с башки все валит, и шо? Все, кроме стебелей? Немножко. Оно добавит, мятка добавит еще такую тонкую нотку. Хорошо, а базилик ты сказала только что, или это Марат сказал? Я Марат сказал, сказал. что можно вместо мяты базилик. Кто как любит. Вот мне нравится с мятой именно вот эта штука. Я понял Назовем тебя. ее сальса. Хорошо. Сальса. Перемешай. Это похоже на танец, Марат. Да, я ее... А базилик нельзя с мятой вместе? Я думаю, что можно. Может, ты не пробовал? Может, это еще вкуснее? Может А быть. кинза? Нет, кинза вот здесь с фруктами, наверное, сладкими не очень будет гармонировать. Хотя все возможно. Вот это ты сейчас правильно сказал. Одно дело, когда пробовал, Экспериментируйте. что я пробовал, и это таки не работает, а с другой стороны, ну а чего нет? Почему нет, да? Ну ты здесь мяты добавил, что ее вообще не О, видно. вот, она щас нет, она вот только немножечко дает Она ароматику. настоится Все. вот еще, и она даст сильнее. Кальмар забираешь, на его место ставишь в холодильник вот эту сальсу. Кальмар забираю, на это место ставлю сальсу. Хорошо. И начинаем жарить. И начинаем почти, да. Это очень быстрый рецепт. Да, я заметила. Ах, какие сочные, какие вообще маслянистые. Это я их уже слил, на ситечко про этот, и уже и салфеточкой промокал, чтобы они были полностью как надо. Ты понимаешь? Хотя ты понимаешь, что, как У нас по-французски? прошло почти 2 часа, лучше 3. Все, сейчас Сережа будет их... Как будет по-французски «поехали»? Let's go. Айда! Почти. Я вспоминал, как на иврите, и не Но, вспомнил. короче, что, я блендерю? Блендери. Добавлять сюда что-то надо? 2 зубчика чеснока. Давай потом. А что, они будут блендериться? Ёшкин кот! Ты шо? Никогда такого не Гайки секелю называется, понял? Катюня, Какие аккуратно, красивые, может ляпнуть, Марат. Я вот так вот аккуратненько, потихонечку. Нам это надо делать до однородной массы. Однородная масса, у тебя должен получиться Мусс. густой майонез. Мусс. Мусс. О, это и будет по-французски. Поехали. Да. Мусье. Немар пасибиль, да? А вам не надо поставить уже масло, чтобы оно грелось? Мы все успеем. Я не сомневалась, что вы не успеете. Решила чуть-чуть ускорить процесс. Да сейчас нагрели там А раз, Сережка два, и все, и обалдел. поехало. Там он же быстро греет. Добавляю чесночка, да? Конечно, клади вот туда, в этот. Сколько? 2 зубчика, ребят. Много не надо. Даже те, кто любит чеснок, может дать горчицу с кальмаром. Поэтому по чуть-чуть. Слушай, это же высокая французская кухня, Юшкин ты кот. Я не знаю, почему ты решил, что это высокая. Ну, наверное, французская. Но высокая точно. А у него все, что связано с кальмарами, это Хорошо, высокая у них кухня. что? На море такой,
У них бывает невысокая? У кого? У французов. У французов Они всё же даже высокое. лягушек готовят по-особенному очень Я долго. считаю, там. что вообще французы это те, кто придумал нормальную высокую кулинарию, или как это называется. Серьезно? С тобой турки и китайцы поспорят так, что Китайцы сильно плакать поспорят, будешь. турки нет. Плакать будешь. Турки нет. Вы знаете, что у турков больше всего закусок холодных? в Турция мире? входит в третье место. Третье место во всем мире по... Ребят, Холодным я сейчас закускам. говорю о своих ощущениях. Я, пытался познакомиться с французской кухней. И мне кажется, что самое главное во всем, что я люблю кушать, кроме борща, придумали французы. Все соуса, все, это французы. Катя, ты еще тот Бонапарт, понятно? Да. С нами в Турцию не поедешь. Он аж прилег. Я наслаждаюсь, как он это делает. Филигранно опять, Марат. Марат, этой штукой можно обои клеить. Я тебе говорю, Да-да-да, ты вот такой посмотри. консистенции она должна быть. Обалдеть. Катюня. Это самые шикарные выделения, что я видел, ты И понимаешь? обязательно вот это, то, что он сейчас делает, прямо из холодильника достали, холодное. Иначе у вас, если будет стоит в тепле, она не будет такой вязкой. Должна быть вязкая. Да, я не промывал, я просто слил той холодненькой водички в холодном состоянии, немножечко промокнул бумажным Прекрасно. полотенцем. Зажигай. Делаем, как ты сказал, фритюр. 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 Озеро масла. Эй, будь здоров. Будь здоров. 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 Тысяч. Ребята, импровизируемый фритюр. У кого какой, да? У кого-то, может, и фритюр вообще есть. Температура должна быть какая? Сотейничек маленький. Здравствуйте. Здравствуйте. Здрасте. Слышишь? А что ты взял этот пистолет? Это очень важно. Давай ту палку засунем туда. Не-не. Катенька, палку называть будем немножко в другие места. Чего? Вы видели там его палку? Попрошу не палка, на вы с глубоким уважением. Это такой себе лучший термометр в мире для мяса. Митр, ты шо, елки-палки. Всунем. Вот это надо не всовывать, а аккуратненько вводить. Опустим. Еще и в мясо. Давай. У меня уже, опустим. кстати, Нет. есть рецепт, куда мы это всунем. Но это Всё. сейчас не об этом. Введем. Введем, да. Да я его тогда давно ждал, что это просто обалдеешь, Марат. Это можно его здесь всунуть и ехать к тебе домой, понял? Давид, И мы как ты будем видел? знать, что будет Здравствуйте, происходить. девчонки. Да. Здрасте, здрасте, здрасте. Ладно, хорошо здороваться. Скажи людям по поводу температуры. Какая должна быть? ребят. Все. Нагревайте до 170. В тот момент, когда вы начнете туда выкладывать наши пончики, да, температура опустится и будет готовиться при температуре где-то 160-165. Именно этот предел нам нужен. Не выше, не ниже. Так, чтобы долго не тянуть кота за яйца, 170 рабочих. 170, да. Ну давай, мери. Да! Так, что, Я все, все время теперь... смотрю на себя, теперь мне как-то туши. непривычно. Чего, Марат? Хочешь я погладить за Как в усы? зеркале, да? Хороший мальчик. Ёшкин кот. Слышишь? А ну смотри. Повесь ему на нос. Что ты мне лохматку делаешь? Как ему На с черными на нормально? Дедушку Мороз. Нормально, нормально. Порядок? А так нормально? Так тоже хорошо? У меня усы почему-то никогда не были черные, всегда рыжие. Ну, потому что, наверное, вы седой. Нет, еще с 13 лет Рыжие? рыжие. Седым-то он стал потом, а в 13 он еще нормальный был. Просто в очках. Марат, ровно 170, оператор тебе будет видно, покажи. А? Ты что? Шикардос. Эй, давай. Что это? Это вот такими вот колбасками? Да, не толще, ребят, потому что степень прожарки такая должна быть, чтобы внутри было и красиво сверху. Без панировки, без ничего, Катюня. ничего, тут нету ни аккуратно соды, здесь ни- может ляпать, Не посмотри. муки. Так, ложки я эти две мочу. Аккуратненько вот так вот Да, прекрасно. беру. Ты что? Элегантно Колбаски. работает, товарищ. Ляп. Я же говорю, лучшие руки. Лучшие руки. Убежала? Ненадолго. Катька погладила.
Слышь, ничего себе. Пельмешки, елки-палки. Французские. И аромат какой уже стоит. Сразу же. Марат, это прям такое, это праздничное блюдо? Катенька, это я попробовал, я тебе рассказывал. И сразу стал праздник. Отлично. Попробовали что? И зашел, увидел, и потом несколько раз делал. Это очень вкусно. Вы дам удивляли Нет, себя. себя, да? Обалдеть. За конкассетом не пора бежать? Охлажденным в холодильник. Сейчас. Или с сальсой Я там все это. контролирую. Мне просто интересно, много мужчин, которые себе вот такое готовят? Не знаю. Сейчас после нашего видео будет много. Ну ладно, там приготовить, женщину удивить. Все, я пошел за сальсой. Давайте. Тяжело это делать? Форму придавать? Да. Нет. Дай ложку в воде смочу вот так вот. Опача. Ты вот так вот делаешь? А, ты мочишь Лишнее, ложечку. да, лишнее сваливает. А остальное вот так вот. Поняла? Угу. И шпаклевать не надо. Ёлки-ты-палки. Что там? Давай я еще парочку и потом на вторую партию А оставим. вы давайте выкладывайте, Марат. Во-первых, это красиво. Очень. Нет, цвет. А ну возьми пинцет один, покажи людям, какой цвет должен быть. Золотой. Маратик ему дай цвет показать, передать всю прелесть. Вот еще чуть-чуть такой золотистый. Золотистый. Ага. Серега, снимаешь? Снимаю. Снимай, моя хорошая, надо говорить. Оператор, занимай позицию. Ти бачиш, як Это, гарно. короче, фундамент будет, да? Это фундамент для наших пончиков, да. Я бы, наверное, А какой фундамент я это бы, будет во наверное, рту? побоялся этого бы слова. Да? Пончики. Французское ничего не приходит на голову? Судя Кнели. на вот эти вот маленькие равиоли. Равиоли, пусть будут равиоли. Ребята, что не равиоли, ешкин ты кот, Равиоли посмотри. из теста, а это у нас Пипец. чистый карман. Здесь Эй, да никто не знает, откуда они. Просто слово подходящее. А, хорошо. Маленькие, вкусненькие, знаешь, равиоли? Тем более французское. Ребята, 2 минуты при такой температуре 165 градусов. Ровно 2 минуты. И быстренько в постельку, короче, сейчас, да? Это Да, вот так вот. лишний, Ляп-ляп и до свидания. лишний, как говорится, масло лишнее, чтобы стекло. Это буквально на C'è l'amore, mezzo Полминуты. mare, vande bere, vende bare. Та-ба-да-дам-да-дам-да-дам. Ох и красота, ох и красота. Ёшкин кот, Марат Джан. Как ты их назвал, равиоли? Это все-таки итальянское. Слушай, Смотри, какая красота. это golden равиоли, я бы сказал. А это пусть французы с итальянцами спорят, чье это название. Но это просто какое-то, мама дорогая, шо. Ага. Ух ты, какие красавчики. А это значит, что высокая французская кухня почти Перед готова. Марат, Джан, елки-ты-палки. Стой, Катюня, передай всю эту прелесть. Ты вот так вот именно в ресторане ты видел, как это все выглядело, да? Мне подавали, да. Ты что, И вот ничего это себе? целая порция, Марат? Ну, это порция на нас троих. Там была. Не, ну я думаю, что он подушки столько все напердолил аккуратненько, что здесь на 5, елки-палки. Французы, они же больше кушают, чем едят, понимаешь? Весь цимис в том, что надо кушать быстро, пока она теплая, холодная сальса и тепленькие пончики. Ну, наверное, нам хватит пока. Соленые равиоли и сладкое вот то. Бульон. Вот так еще 3 штучки положим. Марат, я предлагаю тебе все сразу выложить и не Все баловаться. будет вот некрасиво, а вот так вот. Ну хорошо, сейчас пойдем угощать людей, и что ты будешь делать? Даже ребенок недоволен. Миланька, а что у тети Сони для тебя подарок есть? Да не расстраивайся.
Опача. Миллион, микрофон. Давайте пробуйте быстрее, пока ребенок ест. А что тут пробовать? Тут надо вот прям вот... Во-первых, я возьму руками. Ну, я тоже не понял, для чего тебе вилка. Я хочу показать. Ребят, здесь нет ни капли муки, ни капли Вот соды, такое вот ничего. Это пушистое? чистый кальмар. И Ты он- что? Он сочный, он мягкий, он безумно... Уже остыло чуть-чуть? Там нет ничего, кроме любви и кальмара. Даже Юлиана, любви иди там попробуй. больше, чем кальмара. Да, Шо? это точно. И тебе? Стой, возьми ручками. Подожди. Возьми ручками, как человечек. Стоп. Держи в руку. Они не грязные, они мокрые. Были бы Давай я грязные, тебе я бы подам. тебе не давал. А вот мокрые, нормально все, слава богу. На тебе вилочка, иди сюда. Вот это французское конкассе. Только что с Америки передали. Подожди, открой рот. Еврей готовил. Ты обалдеешь, такое в Одессе никто никогда. Надо вместе, это очень вкусно. Это очень вкусно, Ну, как бесподобно. тебе? Шикардос. Пойдешь на свидание с таким женихом? Не пойдешь? Скажи бонжур, месье. Готовьте следующий рецепт. Смотри. Чисто наша Галя. Ну я еще себе возьму. Пригодится. Катюня, иди, я и тебе помакаю этим соком. На. Ты ж только снимаешь. А что ты? Ты думаешь, что тебя стошнит? Кальмара? Дурочка, они уже жареные. Это не вот то, что там по дёсам сразу. Она не любит кальмар? Нет, она просто имела неосторожность, вот то сырое начала пробовать, понял? А оно, короче, через ноздри полезло, к губам прилипло. Чего ты? От солнышка ее отверни. Вот сюда, иди сюда. Вот так вот, поворачивайся. Все. Чтоб ты это тоже мне спиной к людям. Друзья, от всей души с хорошим настроением для вас кушает оператор. А ты даже не Что-то попробуешь? из равиоли. Я? Давай я тебя Попробуй, покормлю. попробуй. Ну Очень попробуй. Пока тепленько. Ну Да возьми зачем? большую Да ладно, ложку. перестань, это что? Ну, Я не хочу, ёлки. Ой, да успокойтесь, блин, ты чё? Я дал немножко провокации, вы быстренько повелись. Как это я и не попробовать? Обалдеть. Вах. Скажи. Это лучшие пельмени, что пробовал мой рот. Марат, вообще. Марат, Скажи я мне. считаю, что... Извини, Стой, пока Давай, я... давай, давай. Дай. извини. Все гениальное просто, как говорится, да? А вот теперь весь этот винегрет уже считается правильным. Потому что, ребята, это получилось довольно-таки солонковатое. Опа. Ну а в гармонии с этим... Иди сюда, французский род. На. Это с ананасами. Консервированными, как ты любишь. О, видишь, а я и супчик, Уляночка. Давай супчик, Уляночка. А ребенку, видишь, комбикорм французский подавай. На. Это манго с дыней. Кстати, тоже вариант дыни. Подожди, еще вот, на. Арбуз белый есть. Стой. Арбуз белый с Израиля. Я тебе говорю, вот это белый, это арбуз, без косточки. Да, и помидоры, черри, все там должно было быть, но это в другом рецепте. Все, беги. Не дали договорить, Я да? хотел сказать, что сам кальмар, вот на самом деле, ложка соли на литр воды, очень получился себе такой, хорошо, очень соленый, я бы сказал. Вообще У не нас ложка просто не столовая, а такая. Да, так что, ребята, если что, можете там соли чуть-чуть поменьше. Ну, с другой стороны, пусть это вас не пугает, это надо пробовать в гармонии. О, смотри. Сладкая, да. Марат. Холодная, сладкая. Марат, я считаю, что это блюдо Тык-тык-тык-тык-тык-тык. достойно каких-то романтических свиданий. Очень прямо... По-любому готов. Сережа, я о романтике. А я выписал только что 3 звезды. Кому? Знаешь? Себе? Мишленовскому повару. Раз, два, три. Все, звезды. Марат. Я счастлив. Ты что, такое счастье иметь на руках? Поваров мишленовских оценивают звездами. Да. Вот я, вообще- я хоть и не оценщик, но ты получил от меня. Звезды вообще дают, насколько я понимаю, ресторанам, Причем за разные а не вещи. людям, да. За очень А экстравагантные. шеф-повар, получается, получил тоже как бы звезду, потому что его ресторан получил звезду. А У тебя тоже есть шанс. А я не эксперт, но знаю, что звезд много. А есть, я один. Есть там 4 звезды даются, допустим, заведению, в которое едут люди со всего мира. Ага, Понял? да. Вот наше заведение где-то там в очереди стоит, ну, в первых числах. Не, вашим 5 надо звезд. Нет, 4. 4. Это именно заведению. А поварам не обязательно. Друзья, от души с хорошим настроением. Как это? Хорошее настроение от нас для вас. Это бесплатно и даже звезд не надо. 2 Марата, 1 Липован.
Таки да. И Для Милане. вас Ребята, пробуйте, очень вкусно. Очень вкусно. И очень необычно. Финиш. таки да. Чао.